Салют, друзья! Я в той же футболке, это нормально? Это нормально, Окей. Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об АСБ. В прошлый раз мы начали знакомиться с историей команды «Партизан», сегодня продолжим. 2013 год выдался сложным для команды. Из-за многочисленных травм парни приняли решение не участвовать в отборе в сборную России по боям 5 на 5. Но «Партизан», как и обещал Дмитрий Кунченко, вернулся. И вернулся на порядок сильнее, чем раньше. До 2013 года, хоть «Партизан» и занимал первое место, у его соперников все-таки были надежды сместить команду с этой позиции. Надежды не беспочвенные. Несмотря на очевидное преимущество «Партизана», другие команды могли рассчитывать, надеяться на 2-3 победы из 10. Но на новом четвертом этапе истории команды, который начался в 2014 году, когда бойцы оправились от травм, главной интригой российских турниров стало, кто же займет второе и третье место. Настолько отрыв стал колоссальным. Это было очевидно даже людям со стороны, людям, которые в ВСБ вообще не разбираются. На «Динамо» 2015 года моя тетя, человек, который видел наши бои первый раз в жизни, сказала про «Партизан», что это команда профессионалов на турнире любителей. Привет твоей тете. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на его канал. Это с одной стороны. С другой стороны, этот этап характерен тем, что «Партизан» несколько раз сталкивался с настоящими испытаниями. Именно на этот исторический период приходятся наиболее яркие бескомпромиссные бои. Возможно, это связано с тем, что чем дольше ты на вершине, тем сложнее этому держаться. Твой скальп невероятно ценен. Противники знают, что ты делаешь в бою, все записи в интернете, и ты как будто бы подсвечен прожекторами со всех сторон. В 2015 году произошло что-то невообразимое. «Боярд» – сильнейший дуэльный клуб мира. Клуб чемпионов и призеров битвы наций в боях 1 на 1 решил попробовать себя в командной номинации. Объединившись с бойцами клуба «Буян», а также с Максимом Плаксиным и Айдаром Кадыровым, вместе они создали команду «Зверобойс». Сказать, что «Зверобойс» были чертовски сильной командой, ничего не сказать. Они с разбегу ворвались в мир командных боев и на «Динамо» 2015 года дошли до финала. Точнее, до финала 3, до гранд-финала, где, к изумлению всех, победили «Партизаны». Но спортивная фортуна дала Кунченко и его команде второй шанс, который они не упустили. Конечно, я помню этот бой. Это один из тех знаковых боев, когда можно было склеить ласты, и подовольствоваться там вторым или третьим местом. Но мы пошли дальше, мы пошли на второй круг, и мы все сделали. Да, я помню, что... Извини, перебью. Тот бой был характерен, конечно, неимоверно сильным составом. То есть каждый боец в отдельности был колоссально могуч, колоссально развит. То есть это были либо фехтовальщики, именитые, топовые, российские, мировые, либо бугуртсмены, тоже, мягко говоря, не слабые на слуху. Навязали нам свою картину боя. Я помню то «Динамо», с самого первого боя что-то пошло не так. Возможно, это связано с какими-то высшими силами, возможно, это связано с тем, что как раз-таки по истечении 2015 года развалился Экскалибур, то есть в прямом смысле провисла крыша и начали отваливаться куски, и нам пришлось закрыть зал. То есть мы практически остановили тренировочный процесс, и на «Динамо» мы выходили не на пике, скажем так, формы. Вот. Плюс ты обозначил очень важный аспект, что стать чемпионом единожды в принципе не так сложно. Таких прецедентов намного больше, чем держать чемпионство из года в год, потому что все за тобой следят, все рассматривают видео там, и так далее. Под тебя готовятся, заряжаются. Да, чтобы идти вперед, надо уже очень быстро бежать. То есть мы это уже поняли тогда. Да, мы немножко, можно сказать, были не в форме, расклеены, не знаю, навязали нам свой бой, но когда мы проиграли, и мы поняли, что регламент соревнования не прописан, в регламенте соревнования не прописан такой момент, когда у 3 команд, вышедших в гранд-финал, вот этот вот круговой финал, было по 2 победы и по 1 поражению. То есть если бы тогда «Зверобойс» не проиграл, по-моему, «Западной башне», его бы чемпионство на турнире Кубок «Динамо» 2015 года было бы неоспоримым. Но поскольку сложилась ситуация, что у всех 2 победы и 1 поражение, я не помню, как там считали, очки не считали, я этого уже не помню. Нам подошли и сказали организаторы: идем на второй круг. Что вы почувствовали в этот момент? Это очередной вот этот вызов, очередной вот этот вот выбор, очередные вот эти вот 2 стандартные двери, 2 пути. Остановиться, выдохнуть, сказать: мы молодцы. Или, соответственно, пойти вперед, пойти до конца и сделать
сделать. Мы пошли и сделали. Мы уже навязали свою картину боя, то есть второй бой был более маневренный, второй бой был мы были более подготовлены под их подготовленность, если так можно сказать. И итоговой точкой, которая точно позволила нам сказать, что мы сильнее, что это была просто случайность, потому что случайности, они периодически бывают. Я сейчас расскажу еще про одну такую случайность. Через 3 месяца на Продаре, это уже, естественно, не Продар, но Продар, то есть мы 2 раза также победили Зверобойс, и как в групповом этапе, так и в финальном этапе. Быстро, четко, бескомпромиссно, навязав нашу картину боя, все было зашибись. Также этот этап совпал с периодом максимальной силы главного соперника России на мировой арене ЕСБ – Украины. На Пражской битве наций в 2016 году в финале номинации 5 на 5 встретились Украина-1 и Россия-1 – Партизан. Я посмотрел на них, они там были, не соврать, колоссального роста, там выше 4 метров, все там по 300 килограмм весом. Я понял, что мы маленькие, что мы хлюпенькие, что нас сейчас раскатают. Потом я посмотрел на наших ребят, я этот прием, кстати, применял регулярно. Вспоминал то дерьмо, которое мы с ними проходили до этого, вспоминал их несгибаемую волю, вспоминал о своей несгибаемой воле, и после этого мы выходили и делали. Таких боев было очень много, когда шла борьба не на ресталище, шла борьба вот здесь. Борьба очень простая. Кто выиграет? Мы или они? Кто выстоит? Они или мы? Кто перестоит сейчас? Кто себя пересилит? И психологически это, конечно, очень серьезная школа. Это та школа, которая помогает и в жизни. То есть, дорога бойца, дорога спортсмена. Можно сказать, что мы все равно спортсмены полупрофессиональные, да? Это та школа, та кузница, которая выковывает тот стержень, который позволяет держаться и в жизни. И это очень нужно, это очень полезно молодым парням. Таких боев было много. Тот бой Партизан выиграл. Дмитрий считает, что именно на 4-м этапе состав команды был максимально сильный. В команду тогда входили Дмитрий Кунченко, Евгений Гладков, Андрей Киселюс. Это была неизменная основа. В разные годы в команду также входили Игорь Кравченко, Иван Боровиков, Артем Прощаев, Роман Баранас, Юрий Самойлов, Григорий Калугин. Здесь нельзя отметить кого-то одного. Здесь То есть, если я спрошу, кто самый ценный боец, нет такого? Очень сложно это отметить. Как это посчитать? Вывести систему рейтинга? Роман Баранас уже неоднократно признается самым ценным участником турнира. Ты же спросил за всю историю. Да. А Роман Баранас всего 2 годика. То есть, как считать, что оценивать? Каждый из этих людей, каждый из членов команды «Партизан» в прошлом, надеюсь, и в будущем, это организм, машина, которая будет стоять, терпеть, превозмогать себя, тренироваться, пахать ради общего дела, ради команды. Я с тобой согласен. Я, конечно, я этот вопрос задал просто потому, что почему бы его не задать, но в целом согласен, что когда мы говорим о командном виде спорта, выделить кого-то по-настоящему самого ценного сложно, потому что если мы оцениваем того, кто делает больше фрагов, это значит, мы обесцениваем работу тех, кто этих фрагов подготавливает, да, конечно, или держит около борта, или делает 80% работы, а фрагмейкер просто вносит свою последнюю финальную лепту. 2014 год. Это год, когда команды из России стали появляться на заграничных турнирах. До этого обычно русские бойцы за рубежом сражались лишь в рамках битвы наций, или на турнирах в соседней Беларуси или Украине. В 2014, в 2015 и в 2016 годах «Партизан» принимал участие в турнирах в США, и по сей день это единственная команда из России, которая сражалась в этой стране. И хоть визу дали не всем, а сражаться приходилось в условиях чудовищной жары и ощутимой часовой разницы, о турнирах, о бойцах и о самой стране у ребят остались самые теплые впечатления. Роману Баранасу, мы его тогда пригласили подраться за нас, визу не дали. А всем остальным дали. И мы поехали. В первом году
Мы поехали, ехал с нами Саша Абеларда, Федя Богданов еще. То есть это еще те боевые карлики из второго этапа становления. Которые притянули с второго этапа. Соответственно, я, Андрей Киселев, Женя Гладков, Игорь Кравченко и, по-моему, Артем Прощаев. Бои, естественно, были тяжелые, потому что все заканчивалось массовыми боями, когда мы бились против всех. Там, мы с канадцами, по-моему, против украинцев, белорусов. Тоже приехали украинцы, белорусы? Да. Тогда приехал клуб «Князь», приехали ребята из клуба «Люцерн». Очень забавный момент, когда мы приехали, уже было поздно, нашли работающий Макдональдс и видели вы лицо этой бедной продавщицы темного цвета, которая выслушивала их и пыталась понять, что они хотят, а они просили free potato, бесплатную картошку. Мы просто прошли мимо, не стали им говорить, что free potato это не то. И они стояли, убеждали, что хотят free potato. Вот. Также, по-моему, в этот раз, это первый раз, ребята пошли в другой бар, Игорь Кравченко и Артем Прощаев. И к Артему Прощаеву, он был молоденький, сладенький, приставал натуральный гомосексуалист, хотел чего-то странного. Это было максимально неловко. Удержались, да? Да. Понравилось, в принципе, несмотря на то, что это местечковый турнир в местечковом городишке, да, это был Спрингфилд, штат Иллинойс, не там, где Симпсоны живут, а там, где Авраам Линкольн, по-моему, родился и жил, да. Соответственно, маленький турнир, но организация четкая. Не сказать, что высокий уровень, но она четкая. Пришли зрители, мне очень понравилась культура боления в Штатах, то есть все болели, поддерживали, там улюлюкали, аплодировали. Да, была очень такая живая связь того, что происходило на поле, с тем, что происходило на трибунах, то есть, как обратная связь от трибун. Вот. Увидели мы первый раз команду Iron Phoenix, где человек, как его зовут? Его зовут, по-моему, Грег, или, по-моему, его зовут Грег. Просто в мизерном шлеме попал под удары Жени Гладкова и Андрея Кисельса. Это очень тяжелые удары, я вам не рекомендую их на себе испытывать. Соответственно, там... То есть их посадить, в принципе, могли за убийство человека? Из шлема высекались искры, но человек фигачился. То есть это ролевики, которые, я так понимаю, чуть ли не там вот-вот пришли на сталь, но они фигачились, завалить их было достаточно сложно. Это было, конечно, удивительно. Плюс они еще, сами по себе гораздо массивнее, да, то есть даже, мы вспомним, что у вас в команде 2 карлика, да и вы хоть там по нашим, по российским меркам парни крупные, по американским не очень. А можно вопрос? Вот мы чернокожую даму называем чернокожей дамой, гомосексуалиста называем гомосексуалистом, а карликов мы так и называем карликами. А как называете? Насколько это политкорректно? Я не знаю, честно говоря. Мне тоже все равно. Невысокие, в общем, люди. Мы же говорим про Коврижина, там, Пятака. Да, соответственно, по-моему, Коврижин ездил в первый год с нами. Вот. То есть, оставило очень серьезное впечатление, и мы решили, что на будущий год надо немножко расширить время пребывания, покататься. Подожди, вы там, тем не менее, вы победили, все нормально. Конечно. Нет, мы победили даже в массовых боях, хотя были в явно ослабленной партии. Помню, что это было достаточно тяжело, но победили. Второй год, поскольку у нас действовали визы, опять выбор пал на нас, но единственное, что в этот раз мероприятие происходило в Калифорнии, то есть это не восточное, это западное побережье, это лететь уже там не 10-11 часов, а все 16 с пересадкой. И это был, конечно, уже более серьезный стресс. Там было невероятно жарко, это, по-моему, был сентябрь или конец августа. Мы приехали, там была какая-то грандиозная конвенция, какие-то шотландские игры, и вот на фоне этих шотландских игр, где кто-то, эти все гики, фрики, наряжаются в шотландцев, был турнир по исторически средневековым боям, да. Сначала, то есть там было
очень жарко. Мы были, по-моему, в 5 или в 6. Соответственно, сначала нас прогнали по кругу между 3 американскими командами. Iron Phoenix, Ursus и, по-моему, канадцы, я не помню. Ну, на тот момент Iron Phoenix и Ursus топовые команды, да? Ну, да, Iron Phoenix тогда уже начал крепнуть, да, то есть они еще там между собой конкурировали, но Iron Phoenix уже был явный задел на лидерство. Ну и примерно бои проходили таким образом. Против меня вышел там достаточно толстый юноша, килограмм 140. Я думаю, ну что ты сделаешь со мной, толстяк? И тут он мне так хреначит щитом, что я просто откатываюсь в дальний в наш угол у ресталища и очухиваюсь, когда меня там бьют двое. Я такой, нифига себе. Вот, то есть было очень тяжело, то есть мы не выспались, надо было там все эти силы, там акклиматизация, собрать все эти силы. И вот как сейчас помню, после боя мы все сидим, там один блюет, там второй еще что-то, кто-то там ну, тяжелое мероприятие задыхается, и тут заходит Андрей Киселев вот с такими сведенными руками. Говорит, парни, дайте мне что-нибудь соленого, у меня там магния не хватает. Ну, по поводу поддержки в нашем клубе, это надо будет вырезать потом. Конечно. Это надо вырезать. Я говорю, Андрей, если тебе не хватает соли, все над ним усывались, но американцы такие... Даже не знаю, вот с одной стороны вырезать, наверное, надо, но не хочется. Нет, вырезать это просто по-любому надо, но с точки зрения командной поддержки никто не шелохнулся, блядь. А нам сейчас драться еще один круг, то есть и нас потом прогнали еще в один круг, но слава богу, что они, ну как это водится, немножко подсдали, а мы стабильно херово деремся, поэтому нам сдавать некуда. Вот, и мы, конечно, всех победили. После этого я полетел в гости к сестре в Нью-Йорк, у меня сестра живет двоюродная в Нью-Йорке, а ребята взяли, как в кино, Ford Mustang без крыши и поехали, там, покатались по Калифорнии, то есть, ну, мы максимально стереотипно отдохнули, короче. Кстати, мы не коснулись третьей поездки в США, но преддверием битвы наций 2017 года была поездка обратно в Спрингфилд, штат Иллинойс, в 2016 году, где мы так на тоненького выиграли у Iron Phoenix. Ну, то есть мы, естественно, выиграли на опыте и на классе, перехитрили этих здоровенных борцунов, но последняя финальная сходка, по-моему, закончилась противостоянием 2 в 2. То есть можно сказать, что тот результат, который они показали в Барселоне, это закономерно, что парни реально готовились. Готовились. Четвертый этап истории партизана, начавшийся в 2014 году, закончился, можно сказать, в 2017. На битве наций 2018 года Россия-1 были старые друзья, а бойцы партизана участие в боях 5 на 5 не принимали, за исключением Кравченко и Баранаса, которые усиляли друзей. В следующий раз в бои 5 на 5 Кунченко и команды вернулись лишь в 2019 году. Что же произошло? Дело в том, что после небезызвестного поражения в 2017 году в Барселоне Украине в королевской номинации, команда приняла решение сместить фокус внимания на, как оказалось, просевшее направление 21-21. Напоминаю, что Дмитрий Кунченко является не только капитаном команды «Партизан», но и боевым капитаном сборной России. Вообще у него достаточно много званий и должностей, и в этом смысле он не уступает Дейенерис Боерожденной. Так вот, бойцы команды взяли на себя подготовку сборной в части Большой строевой войны. Год был потрачен на восстановление утраченных навыков. И после победы в королевской номинации в 2018 году парни взяли еще какое-то время на восстановление и залечивание старых травм. Вернулись же на арену боев 5 на 5 в 2019 году. Можно сказать, что в этом году начался новый этап истории команды «Партизан», этап, который длится по сей день. Стоит сказать, что многие были удивлены, но мы не увидели «Партизан» в составе команд, которые участвовали в Гурт-прайме 2020 года. Это не значит, что команда, вернувшись из отпуска, так растеряла силы, что не вошла в топ-10 сильнейших мировых команд. Да, состав был не самый сильный, но он был все равно хороший. Причины другие, причины чисто математические. Бугурт-лига устроена так, что она стимулирует команды к путешествиям. Необходимое количество очков можно набрать, даже не заняв первых мест, а просто посетив огромное количество мероприятий. В то же время за легионера, которого вы не заявили вовремя, штраф, а точнее участие вне зачета. То есть, чтобы попасть в топ, нужно действительно много ездить. Но на первый сезон нового этапа команда себе таких целей не ставила. Те турниры, которые «Партизан» посетил, он выиграл, но турниров таких было немного. И в итоге в сезоне 2019 года команда просто не собрала необходимое количество очков. Поэтому такой забавный момент. Да, мы не попали на
Prime. Я, конечно, там был, но я там был в качестве цивильного человека. Ходил, смотрел, интересно, классно, тепло. Ну, партизану интересен этот трофей? Ну, конечно, конечно. Особенно он интересен сейчас, ввиду серьезных перетрубаций в составе, потому что сейчас мы выходим, как ты верно сказал, на новый этап, где будет понятно, какое место в жизненном цикле боев мы займем, лидирующее или, может быть, кто-то нас превозмогет, если так можно сказать. Мы сейчас это посмотрим. Взяли в состав несколько новых ребят, они молодые, с корявой техникой, да, с ужаснейшей техникой. Но посмотрим, будем работать, если парни будут работать, у них все получится. В Перми, да, мы уже с этим обновленным составом были. Ну, ты скажешь, кого попробовали? В каком плане попробовали? Кого вы привлекли в Перми? Ну, 3 молодых бойцов из клуба Берн, команды Енисей, Клыков Александр, Баксанов Бенедикт и Сотов Николай. Ну, плюс в этом у нас сейчас в официальном списке ребята из московского отделения. То есть список достаточно обширный. Смотрим, отсматриваем, ищем. Что, очевидно, то есть если говорю, что интересен вам Prime, то есть со следующего сезона все-таки будете больше ездить, стараться. Ну, конечно. Конечно, надо набирать соревновательный опыт. Все мы знаем, что как бы слаженно команда не дралась, если долго не выступать, вся эта слаженность уходит, а слаженность набирается с одним соревновательным опытом. Конечно, тренировки, моральный настрой, все это, безусловно, важно, но соревновательный опыт – это соревновательный опыт. Те, у кого его больше, те… Тем более, учитывая, что часть партизана – это питерские бойцы, часть партизана московские вот сейчас. Да. Урал. Да, на следующей неделе мы летим в Новосибирск, тоже уже в обновленном составе. В омоложенном составе? Ну, это, кстати, вообще неожиданно. Ну, скажем так, то есть я об этом как бы уже знал, да, ну, видео в доступе, как бы мы об этом говорили, но когда ты мне впервые сказал про этих людей, что они попадут, ну, что хотите попробовать, ну, это было неожиданно, потому что мне вот было интересно, как бы, где вот будущие партизаны. Максим, мы пробуем, мы предоставляем шанс. Но мы ничего не гарантируем. То есть попадут, не попадут, это будущие партизаны или нет, это зависит только от этих ребят. Естественно, смотрим, естественно, помогаем, естественно, с тренировками, там, с передачей опыта, знаний, базы мы все это дело, естественно, помогаем. Но решающим здесь будет только один фактор. Захотят они сами выйти в топ мирового СБ или не захотят. Ну, как мы сегодня уже сказали, то есть, чтобы остаться в партизане, нужно обладать определенными качествами, определенным подходом. Ну, и вот им дали возможность продемонстрировать себя. Да, все верно. Хорошо. Дим, ну, я не знаю, ты хочешь что-то добавить? Очень приятно, что кто-то о нас еще помнит. Очень приятно, что, Максим, ты берешь интервью об истории команды. Я надеюсь, эта история вам покажется интересной, вам, зрители, тоже. Соответственно, надеюсь, что эта история не закончится, а продлится еще очень долго. Что через пару лет мы встретимся еще раз, ты расскажешь уже про вот этот этап, который сейчас начинается. Учимся ставить более глобальные, более амбициозные цели. Ну и через несколько годочков соберемся, посмотрим, как у нас это получилось. Таков путь 8-кратного чемпиона мира по боям 5 на 5 команды «Партизан». Мы проследили 13-летнюю историю становления, преодоления и постоянного роста. В очередной раз убедились, что получить чемпионство тяжело, но еще тяжелее это чемпионство удерживать на протяжении многих лет. Надеюсь, вам было интересно, друзья, и вы смогли под шлемами и доспехами рассмотреть живых людей. Пока. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на его канал. 2014 год. Опять. Таких было немного.
Сейчас все будет. Тихо, тихо, Максим, нормально. Сейчас все будет. Салют, друзья. Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале Мхат. Мхат, блядь.